Всем привет! Начался сентябрь и вместе с ним новый учебный год. Сейчас у студентов много разных забот, связанных с подготовкой к учебному году. Новое расписание, новые дисциплины. Однако для студентов 4 и 5 курса есть еще одна немаловажная активность. Необходимо определиться с темой своей выпускной квалификационной работы в бакалавриате или магистратуре, а также выбрать место ее написания и научного руководителя. В этом видео я хочу рассказать о том, какие возможности для работы над выпускной квалификационной работой есть в нашей лаборатории. В отличие от многих преподавателей, которые готовят заранее списки тем для выпускных квалификационных работ и публикуют их для студентов, в нашей лаборатории мы придерживаемся несколько иного пути. Так как наша лаборатория является проектной, у нас есть широкий спектр областей, в которых можно заниматься исследованиями. Поэтому мы стараемся говорить и подходить к каждому студенту индивидуально. Спрашиваем, что ему интересно, какие области, чем бы ему хотелось заниматься и чему научиться. И на основании этого мы подбираем тему в одном из наших проектов. Вне зависимости от того, над чем студент будет работать в нашей лаборатории, всегда есть некий общий пакет навыков и знаний, которые они получают, пока работают с нами. Так как мы являемся проектной лабораторией, то мы всегда работаем в команде. Студенты выполняют свои выпускные квалификационные работы, работая совместно над проектами, что дает им дополнительный опыт, который будет очень важен при работе в индустрии. Совместная работа над кодом, непрерывная интеграция, написание документации и тестов для своего кода, подготовка, развертывание в разных облачных инфраструктурах, там, где эти решения могут быть использованы конечными пользователями. Для большинства наших проектов мы стараемся сделать так, чтобы они превратились в пользовательский продукт. То есть это то, что будет доступно извне, будет размещено на серверах нашей лаборатории и может быть использовано для решения конкретных задач. Плюс для большинства решений мы стараемся довести их до коробочного состояния и, например, опубликовать на Docker Hub, чтобы впоследствии те, кто заинтересуется этим решением, могли его загрузить и установить самостоятельно. Обычно, помимо работы над своей выпускной квалификационной работой, в нашей лаборатории студенты в целом работают над тем проектом, в рамках которого они проводят исследования. То есть они могут в качестве практики зачесть проводимый рефакторинг, разработку новых каких-то фич для этих продуктов, всякие разные улучшения, дополнение их новым функционалом. В процессе работы над нашими проектами к студентам выдвигаются дополнительные требования. Так, например, мы ожидаем, что студенты будут тратить не менее 10-15 часов на работу непосредственно над проектом. В эти 10-15 часов также входит работа и над выпускной квалификационной работой. Также большое внимание мы уделяем работе над литературой. В начале каждого проекта, в начале работы над каждой темой выпускной работы мы обязательно просим студентов провести подробный литературный поиск, по результатам которого очень часто публикуется обзорная статья. Вообще написание статей — это очень важная активность, которой не стоит пренебрегать, так как она позволяет вам лучше систематизировать, лучше понять то, чем вы занимаетесь и над чем работаете. А проведение литературного поиска дает вам возможность посмотреть, как аналогичные проблемы уже решались, или вообще какие работы проводятся в том направлении, в котором вы сейчас собираетесь работать. Не стоит недооценивать темы в области компьютер-сайенс, компьютерных наук, так как очень много статей публикуется и в плане разработки серверной функциональности, и нагрузочного тестирования, и просто тестирования функционального решения, и также много статей публикуется по тематике пользовательского интерфейса, юзабилити для разных задач. Так что недостатка статей практически при любом выборе темы не ощущается, и найти 10-15 хороших источников, на основании которых можно подготовить обзорную статью, всегда можно. Это не является проблемой или слишком сложной задачей. Еще одним важным моментом командной работы являются командные встречи. У нас в лаборатории принято иметь несколько регулярных созвонов, на которых мы встречаемся со студентами как всей лаборатории, так и по отдельным проектам. Посещение таких встреч и созвонов является обязательным, так как на них мы обсуждаем статус проектов, разные проблемы, которые возникают у студентов при работе над их проектами, и прочие вопросы, которые могут касаться не только данного конкретного студента или конкретного проекта, но они могут быть применимы и ко всей лаборатории. Для того, чтобы поддержать процесс совместной работы,
в нашей лаборатории развернуто и подготовлено большое количество различных инструментов, начиная от инструментов разработки, таких как репозитории, системы непрерывной интеграции, непрерывного развертывания, облачное окружение, в котором разворачиваются наши решения, так и те, которые помогают нам работать всем вместе, такие как общая доска, да, на которой можно работать и которую можно использовать как на созвонах, так и просто работая с коллегами по проекту, обсуждая вопросы. У нас развернут свой собственный сервис для работы с латехом, Overleaf на наших собственных серверах, то есть у нас нет никаких ограничений, которые есть на официальном сайте и снятие которых требует оплаты. Вот. Также у нас есть свои инструменты для проведения митингов. Если мы не хотим использовать Zoom, у нас развернута своя платформа для того, чтобы вы могли созваниваться между собой, работая над проектами. То есть все для того, чтобы построить работу, во-первых, эффективно, во-вторых, в том же ключе, в котором это делает большинство современных IT-компаний, которые занимаются просто разработкой или работают в области Research and Development. Если вас интересует работа в нашей лаборатории и вы хотите заниматься своими проектами в рамках нашей лаборатории, то обязательно связывайтесь с нами. Мы с удовольствием обсудим интересующие вас темы, в которых бы вам хотелось работать, подберем для вас интересный проект и поможем вам сориентироваться в плане технологий и направления исследования. Отдельно хочется пригласить в нашу лабораторию студентов третьего курса. Последние пару лет студенты третьего курса активно участвуют в наших проектах и показывают очень хорошие результаты. И это удобно и выгодно не только нашей лаборатории, но и самим студентам, потому что к тому моменту, как они попадут в бакалавриат, и им надо будет выбирать научного руководителя, у них уже будет готовая тема, с которой они могут работать, а у них уже будет хорошо им известный проект, то есть они смогут меньше заниматься практической частью, потому что большую часть ее они успевают сделать на третьем курсе, и больше сфокусироваться на работу со статьями, подготовку пояснительной записки, участие в конференциях. Наша лаборатория обычно широко представлена как на внутриуниверситетских конференциях, так и на некоторых внешних, на которых мы с удовольствием рассказываем о наших достижениях, результатах нашей работы, демонстрируем наши статьи и показываем наши проекты. Так что ждем всех, кто хочет участвовать в наших проектах и хочет присоединиться к нашей лаборатории. У нас всегда открыты контакты для связи. Пишите нам ВКонтакте, пишите на электронную почту нашей лаборатории и мне лично. Будет приятно с вами пообщаться, познакомиться и, возможно, вместе поработать. Всем большое спасибо и хорошего дня. Всем пока.